Столько золота и блеска у меня, пожалуй, еще не было, но ведь это новогодние работы, поэтому золотого сияния для них много не бывает. Привет, меня зовут Лилия. Похожие новогодние елочные шары и медальоны делают уже довольно давно. Я подумала, что это может быть прекрасным новогодним подарком для друзей и близких. А добавляя фотографии, такой небольшой подарок уже приобретает индивидуальность и даже может нести определенный смысл. Я начинаю с фотографии. Распечатала несколько вариантов. Часть из них делала сама в нейросети Кандински, а часть нашла в интернете. Вы можете подобрать для себя что-то, подходящее именно вам, из своих семейных альбомов или в интернете. Диаметр каждой картинки 8 см и соответствует размеру моей пластиковой заготовки медальона. Я выбрала вот такую фотографию, которая уже в нарисованной рамке. Этому рисунку рамы буду придавать объем с помощью рельефного акрилового контура. Ссылки на него у меня, к сожалению, нет, но все возможные ссылки на остальные материалы я оставлю в описании к этому видео. Контуром прохожу по всему рисунку. А когда краска высохла, получилось вот так. В процессе работы немного запачкала фото, и позже я это исправила подобранными по цвету маркерами. Картинку вырезаю по контуру. Из плотного картона небольшой толщины вырезаю кружок диаметром 10 см. Этот размер зависит от размера вашей пластиковой заготовки медальона. Размер моих пластиковых заготовок, напоминаю, 8 см, а кружок из картона делаю диаметром на 2 см больше, то есть 10 см. Из трикотажного стрейч-бархата вырезаю полоску шириной 3 см. Этой полоской заклеиваю край картонного кружка. Из пивного картона толщиной 1,5 мм вырезала кружок диаметром 6 см. Кружок подклеиваю под картинку. И уже в таком виде картинку наклеиваю на окантованный бархатом круг. В этом наборе стразы разного цвета и диаметра. С помощью вот такого клея, у которого тонкий носик, стразы приклеиваю на картинку. В итоге получилось вот так. Цепочку с прозрачными стразами также наклеиваю на картинку. И добавляю стразы на раму картинки. И теперь картинка готова. Пластиковая заготовка медальона выглядит вот так. Я уже говорила, что ее диаметр 8 см. У заготовки удаляю выступающее место для подвеса.
И теперь одну часть заготовки наклеиваю, закрывая картинку. Из двух половинок заготовки я беру ту, которая накрывает вторую половинку. Если сравнивать с обычной коробкой, то это крышка. Теперь по краю наклеиваю ту же цепочку со стразами. Из бархата вырезаю кружок диаметром 12 сантиметров. И другую половинку заготовки обтягиваю этим кусочком бархата. Использую термоклей. От стразовой сетки отрезаю нужный мне кусочек, чтобы закрепить его поверх бархата. Подготовленную вторую часть заготовки приклеиваю на обратную сторону медальона. Сначала я хотела использовать термоклей, но потом заменила его на клей в тюбике, которым приклеивала стразы. К сожалению, у меня не хватает длины оставшейся стразовой цепочки, поэтому использую золотистый шнур, который наклеиваю по контуру. С помощью силиконового молота сделала вот такие 4 одинаковые фигурки. Фигурки закрашиваю акриловой краской с сильным золотым пигментом. Когда краска высохла, я заметила, что поверхность фигурки не гладкая, а имеет какой-то ступенчатый рельеф. От этого кажется, что краска легла какими-то комками и неровностями. Я считаю, что это недоработка производителя молда. Когда прорисовывалась модель 3D для молда, ступенчатость объема не сгладили, и в итоге это выглядит как шероховатая, неаккуратная поверхность. Молд красивый, но, к сожалению, некачественный, по моему мнению. Поэтому имейте в виду, если решите приобрести этот молд. Я подумала, что этот недостаток можно исправить золочением, когда по талию могут прикрыться такие неровности. Но нет, это не помогло. Я не показываю вам процесс золочения по талию, потому что я этого не планировала изначально. Блеска золотой акриловой краски для меня было бы вполне достаточно. Если вы все же хотите знать, как делать золочение, я оставлю ссылку на свое видео, где показывала этот процесс. Итак, я двигаюсь дальше и приклеиваю фигурки на основу. Приклеиваю сначала сверху, а потом точно так приклеила и снизу.
Вместо такого шурупа с колечком, который будет служить подвесом, можно взять подходящую по цвету толстую нить, но ее нужно вложить заранее между фигурками на этапе склеивания их между собой. На лицевую, а потом и на обратную стороны добавляю украшения в виде страз. Из тесьмы с бахромой делаю небольшую кисточку. На конец кисточки приклеиваю декоративный колпачок. И с помощью колечка подвешиваю кисточку на игрушку. Кисточку подрезаю до длины 12 сантиметров, и это без колпачка. Большую бусину и 2 декоративные шапочки для нее собираю на пин. Это такой проволочный гвоздик, который используют в бижутерии. Готовую бусину подвешиваю. И сверху привязываю атласную ленточку. Таким похожим способом можно сделать разные елочные шары, медальоны, при желании без фотографий или все-таки с ними. Дарить их друзьям и близким. Или сделать их сколько угодно, даже в разном стиле, для своей новогодней елки. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.